Привет! Меня зовут Лена, и я на своем канале готовлю полезные сладости без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить восхитительный итальянский десерт тирамису. Мы испечем ПП печенье савоярди, приготовим воздушный крем без использования сырых яиц и добавим прослойку чудесной шоколадной пасты в торте. И, конечно, я покажу вам весь процесс сборки этого красивейшего торта. Это совсем не сложно. Досмотрите видео до конца и узнайте все тонкости. Вот какие ингредиенты нам понадобятся. Вопросы по ингредиентам и заменам задавайте в комментариях, я постараюсь вам помочь. Спасибо за ваши лайки, подписывайтесь на мой канал, у меня будет еще много вкусного и полезного. Сначала смешаем сухие ингредиенты для белкового печенья. 20 грамм рисовой муки. Отлично в этом рецепте смотрится также миндальная мука. Добавляем сюда 20 грамм крахмала и 15 грамм протеина. Протеин можно заменить крахмалом. Также нам понадобится 4 яичных белка. Посуда для взбивания должна быть обезжирена, а белки комнатной температуры. Добавляем к ним 7 грамм сока лимона, 1 грамм соли и 10 грамм подсластителя Пребиосвит или 40 грамм измельченного в пудру эритрита или 40 грамм сиропа топинамбура. В этом рецепте белки с эритритом или сиропом взобьются лучше и результат будет стабильнее, чем с необъемными подсластителями, такими как Пребиосвит. Я же сделала вариант с Пребиосвитом, как более сложный, чтобы показать вам, что так тоже может получиться отличный результат. Взбиваем на средней скорости до твердых пиков. Не перевзбейте. В 3 этапа просеиваем сухие ингредиенты к белкам. Промешиваем очень аккуратно, стараясь не повредить структуру белков. Выкладываем пышную массу в кондитерский мешок и формируем печеньки высотой примерно 8 сантиметров. Часть печенек должны получиться очень ровными, чтобы красиво оформить бортики нашего торта. Остальные как получится. У меня из такого объема теста получилось 2 противня, почти 50 печенек. Этого хватит с запасом. Выпекаем 25 минут при температуре 170 градусов Цельсия. Вот такие получаются печеньки. Посмотрите, они должны полностью просохнуть и стать хрустящими. В торте они будут хорошо пропитаны, так что сухость тут нам не помеха. Теперь приготовим шоколадную пасту для прослойки. Ее можно сделать из плитки качественного шоколада, из какао-порошка или из какао-масла и какао тертого. Я оставлю в описании все 3 рецепта, а здесь покажу, как приготовить 3-й вариант. Нам понадобится 15 грамм какао-масла и 15 грамм какао тертого. Добавляем к ним 45 грамм сиропа топинамбура, 35 грамм молока и 1 грамм ванили. Прогреваем все ингредиенты, помешивая на водяной бане или импульсами в микроволновке. Чтобы добиться однородности, пробиваем смесь блендером. В оригинальном десерте тирамису присутствует шоколадный вкус в посыпке какао. У нас он будет внутри, на каждом слое печенья, в виде жидкого, очень вкусного шоколада. Это не обязательно, но это очень вкусно. Вот такой жидкий шоколад получился. В холодильнике он, конечно, существенно загустеет. А пока перекладываем его в кондитерский мешок и оставляем при комнатной температуре до сборки торта. Также к сборке торта нужно подготовить 60 грамм крепкого кофе. Добавим к нему 2 грамма подсластителя. Пропитка готова. Для крема заранее замочите 5 грамм желатина в 30 граммах холодной воды. По времени замачивания следуйте инструкции к вашему желатину. Итак, для крема смешиваем в блендере 4 желтка, 60 грамм молока, 2 грамма соли
и 30 грамм сухого молока. Смешиваем с помощью блендера до однородности. Вливаем в горячее молоко, его здесь 100 грамм. Суммарно в креме получается 160 грамм молока. Тщательно помешиваем и прогреваем на маленьком огне до легкого загустения. Здесь важно не переварить крем и не допустить сворачивания желтков. Температура должна быть не выше 82 градусов Цельсия. Визуально крем немного загустевает, вот до такой консистенции. Таким способом мы делаем употребление желтков полностью безопасным. Добавляем в крем 10 грамм подсластителя. В уже остывший крем добавляем 400 грамм рикотты и 1 чайную ложку ванили. Тщательно перемешиваем. Перед финальным этапом приготовления крема подготовим основу для сборки торта. Для этого нам понадобится форма диаметром 16 см и наше супербелковое печенье. Весь бортик торта нужно выслать печеньем. Чтобы наши печеньки не падали, отрезаем от них краешек и расставляем по кругу. Теперь нужно выложить дно печеньем в произвольном порядке. Часть печенек идут целиком, часть кусочками, подойдут даже мелкие кусочки. Основа подготовлена, можно завершать приготовление крема. Итак, в чашу для взбивания выливаем прогретый желатин. Здесь 5 грамм желатина в 30 граммах воды. Напомню, что желатин кипятить нельзя. Начинаем взбивание. И постепенно тонкой струйкой вливаем доведенный до кипения сироп топинамбура. Его нужно 70 грамм. При взбивании сиропа с желатином масса насыщается пузырьками воздуха, благодаря чему наш крем приобретет консистенцию мусса. В оригинальном рецепте тирамису этот эффект дают взбитые белки или сливки. Взбиваем несколько минут до побеления массы. Показателем готовности будет остывание массы до температуры около 30 градусов Цельсия. Выкладываем в нее заранее заготовленный заварной крем с рикоттой и промешиваем тщательно, но недолго. Вот такой нежный и воздушный мусс у нас получается. Он может быть немного жидковат, но сейчас начнет загустевать даже при комнатной температуре. Так что не будем медлить со сборкой торта. Пропитываем нижний слой торта с помощью кофе. Здесь можно спокойно выливать около 15 грамм кофе. Сухое печенье прекрасно впитывает жидкость. Стараемся не задевать бортики, их пропитывать нет необходимости, они должны быть сухими и крепко держать наш торт. На слой пропитанного печенья выливаем слой шоколадной пасты, около 30 грамм. И выкладываем около 300 грамм уже загустевающего крема. Если ваш крем еще по-прежнему жидкий, а это очень зависит от температуры в помещении, то поставьте его на 5 минут в холодильник. Второй слой печенья также хорошо пропитываем кофе. И выкладываем еще около 30 грамм шоколада. И еще 300 грамм крема. Третий слой печенья. Также хорошенько пропитываем кофе. И обильно поливаем оставшимся шоколадом. Кстати, этим же шоколадом можно неплохо украсить готовый тортик наподобие шоколадной глазури. Так что можете оставить 20 грамм для этих целей. Но у меня здесь будут ягоды. А пока укрываем торт пищевой пленкой в контакт и отправляем в холодильник примерно на 3 часа. За это время наш крем полностью стабилизировался. Можно выкладывать ягоды. Клубника тут смотрится идеально, хотя подойдут любые ягодки. Дополняем декор листиками мяты. Форма легко снимается, она не приклеена. Просто поднимаем ее. Этот тортик очень красиво смотрится обернутой атласной лентой. А если ваш торт будет транспортироваться, то для надежности его можно предварительно обернуть ацетатной лентой.
Хотя если на бортики не попадала пропитка, то они прочно держат торт и без дополнительной поддержки. Вот такая красота получается. Это невероятно нежный, воздушный и изысканный десерт. Он просто тает во рту. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. У меня будет еще много вкусного и полезного. Пока!